Бабушка Аня родилась в Курской области, село Крестище, Советский район. В семье у них было 7 детей. Бабушка приехала сюда с бабушкой Таней. В каком году они приехали? Они приехали сюда, в Мариуполь, потому что работы там не было. Ну как, работа была, но в сельской местности оставаться уже не хотелось, потому что работали тяжело, семья большая была. Вот. И они работали тяжело. Когда подростками были, гусей пасли. В летний период они собирали травы, заготавливали травы лечебные. Сколько. И, говорит, каждому вешали такую полотняную сумочку на плечо. И собирали. Тот собирал там одну траву, кто-то собирал другую траву. Вот это все в мешочке. Лечились-то травами в основном. Вот они лечились от простуды, от температуры, от кашля. Они вот это все эти травы заготавливали. И зимой малые же были, болели. Ну то поили их чаем. Держали корову, молоко, ну, работали тяжело. Ну, бабушка ходила в сельскую школу, закончила она 7 классов. Она всегда рассказывала, что она первая решала задачки, всегда и поднимала руку, и все, говорит, сидели, а мне учительница говорила: а ну-ка, Фокина, расскажи, как ты решала эту задачку. Вот я, говорит, всегда рассказывала, как она решала эти задачи. Я быстро решала эти задачи, любила литературу, немецкий хорошо знала. Но знала как, на уровне 7 классов, потому что дальше в этом селе школы не было. Где-то надо было, наверное, учиться, может, дальше, не знаю, куда-то ходить далеко. Это сейчас автобусом возят или едешь сам, а тогда ж ничего этого не было. Зимы были холодные очень, говорит. И было даже такое, что, говорит, придут со школы, сегодня один идет, завтра одевает эти валенки, идет другой, потому что не было что обуть. Закончила она 7 классов, больше она никуда не поступила, не закончила. Если бы она дальше пошла, конечно бы она хотела учительницей стать. Она любила, не сложилось так. Ну, а потом они приехали сюда с бабушкой Таней, с сестрой, с Татьяной, со своей. Найти работу, может поменять место жительства. И уже отсюда, когда вот это началась война, уже их отсюда забрали в Германию. Везли. То они там были 3 года, да? 3 года, 42 по 45. Освободили их эти, ну, по-моему, говорила, американцы их освободили. Поэтому... Ну, потом уже ехали домой. Я говорю, когда приехали, уже не афишировалось тут нигде никаким образом, никоим образом, потому что это считалось по тем временам очень и очень. Она работала на заводе в городе Зиген, как она говорила. Она работала, изготавливала какие-то коробки для... то ли для авиационного этого, какие-то приспособления. Ну, так она там сама не знала, что оно такое было, и коробки, и куда они шли, для чего они шли. Вот. Ну, работали тяжело, но тем не менее кормили их. Потом у нее случилась такая трагедия, что ей на левой руке большой палец как-то отрубила полногтя. Она говорит, я лежала в госпитале, лечили. Вот. Выходные дни, а это было по желанию, выходные дни она ходила куда-то работать в какую-то немецкую семью. Вот. Ну, там помогала по хозяйству этой фрау, вот, которая, ну, может, детей много было, может, просто ходили, может, чтобы что-то, ну, может, какую-то одежду давали, что-то, может. Ну, какой-то продукт, может, там хоть покормят. Ну, ходила. Но это не все ходили. Она говорит, я ходила. Вот. Помогала по хозяйству. Там-то стирали, там или убирали, или что-то вот. Вот такое было, такие работы. Ну, так, чтобы что-то конкретного. Почему-то не, когда их освободили,
Она никогда об этом не говорила, потому что по тем временам это считалось, ну, как они были, как предатели, как враги народа. Поэтому это все, даже вот мы, дети, не знали этого, не знали до тех пор, пока вот началась вот эта кампания по выплате вот этих немецких марок, и потом документов у нее никаких не было, но были где-то в этом. И вот она писала запрос тогда в Донецк, ей пришло письмо вот это вот, которое подтверждало, что она действительно была угнана на принудительные работы в Германию. Из какого по какое число. Вот там это все указано. А уже потом с этим письмом, справка, вернее, не письмо, справка подтверждающая, вот, она ходила здесь уже где-то у нас в городе, какие-то были организации, которые занимались этим, которые регистрировали таких людей. Вот. И потом, когда уже пришли деньги, она их получила, ну, за 2 раза. Это первый транш, как она говорила, и второй транш. А ее тоже Татьяна Егоровна, тоже она была в этой Германии, с ней вместе они были. Приехали потом уже, ну, жили долго. Много она ничего особо никогда не рассказывала. То ли она не хотела ворошить это прошлое, эту боль, то ли, может, не считала нужным, чтобы мы это знали. Знаешь, как-то вот, ну, не было такого, что рассказали от А до Я, там все как бы такое. Это жаль, если не было вот этой кампании, может быть, я и до сих пор бы не знала, что бабушка была в Германии. Угнали. А как угнали, сказали прийти, эти ж были там какие-то, я не знаю, по городу ж были немцы какие-то, там были комендатуры, и пришли, вот, сказали, там завтра к 7 часам с вещами, все. Вот, говорит, пришли мы с этими своими там чемоданчиками, что там какие вещи были, все, говорит, посадили в машину, привезли на железнодорожный вокзал, высадили, загнали в вагоны какие-то, и даже не такие, как вот там плацкарт, купе, вагон, в котором стояли и ехали. Вот это так ехали долго, говорит, ну, стояли, я не знаю, как они уже там это. Жара, она говорит, мы ехали, душно, все закрыто. Открывалось какое-то окошечко где-то там вверху или тут сбоку. Вот то, говорит, подходили, говорит, к окошечку, то постоишь, подышишь, потому что вагоны были закрытые, все, и не останавливались нигде. Тяжело, она же никогда не говорила особо об этой теме, не поднимала, потому что это было. А по тем временам, я говорю, как еще считали, что это были враги народа, то ой-ой-ой. Как бабушка говорила, чужая душа потемки. Поэтому что-то, каждый, знаешь, что-то, ну так вот сложилось себе в жизни. Поэтому... О том, что моя бабушка Фокина Анна Егоровна была угнана в Германию, я узнала уже, будучи взрослым человеком. У меня уже была семья, и я родила свою первую дочечку. Я узнала от своей мамы об этом. А уже бабушка потом смогла мне рассказать свои воспоминания более подробно, то, что вспоминала то, что было там на самом деле. Первый раз бабушка рассказала. Мы поехали к бабушке в гости, и она рассказала, что во время Великой Отечественной войны в 1942 году их отправили в Германию работать. Ее и ее сестру Татьяну. Им пришли на дом, сказали собрать вещи и прийти на железнодорожную станцию. Зачем, куда,
и для чего, никто им не сказал об этом. Они пришли на станцию с вещами. Их посадили в вагоны, теплушки они назывались. И тогда бабушка уже, когда они приехали, их распределили по баракам. Они жили в бараках. Работали на каком-то заводе. Бабушка работала на станке. И делали, как она говорила, банки для самолетов. Ну, почему-то их так называли банками. А для чего именно? Ну, она как-то не рассказывала. Вот. Утром они просыпались, бабушка рассказывала, у них умывальники были на улице железные, длинные в ряд. Умывались, и вместо зубной щетки у них были палочки, они чистили зубы. Давали какую-то похлебку, еду. Они кушали и уходили работать в цеха на станки. Была такая история, бабушка рассказывала. У них вместе в одном бараке девчата работали. 3 подруги были. Они были из города Бердянска. Это морской город на побережье Азовского моря, он находится. И у девчат были очень длинные, красивые волосы, роскошные. И по истечении какого-то времени немцы заметили, что самолеты, которые они отправляли на фронт, стали давать сбой. А стали давать сбой пропеллера. То есть они не прокручивались. И бабушка со временем узнала, что эти девчата из Бердянска, они отрезали тонкие пряди волос. И в самый последний момент, уже перед отправкой на фронт, они наматывали эти волосы на пропеллера. Ну, так продолжалось довольно длительное время, пока немцы не обнаружили, в чем проблема, почему не работают самолеты, не крутят пропеллера. Вот, и их стали искать. Но бабушка говорит, у них был надсмотрщик мужчина. Он был неплохим человеком. И он смог этих девчат спрятать где-то недалеко в деревне, от завода была деревня. Вот. И он спрятал их там, а потом их переправили. Переправили их, как-то, не знаю, где-то, может быть, дальше туда, за границу, где-то, может быть, в Польшу, в Чехию, потом их отправили. Может быть, даже помогали партизаны переправить этих девчат.